Всем привет! Меня зовут Нина Заславская, и сегодня я покажу вам, как правильно и красиво сделать градиент и вывести головки бровей. Я уже наметила форму бровей, сейчас я подготовлю свою машинку. Работу буду выполнять машинкой Cheyenne Solterra. Картриджи у меня Defender, единичкой всегда работаю, диаметр 0,30 мм, заточка острая. Вольтаж на блоке советую вам выставлять привычный себе. Чтобы было более пиксельно, выставляем вольтаж поменьше. Сейчас я поставила 5,4. Но он может варьироваться от 5,5 до 6,5. Как вообще должна выглядеть пудровая бровь? Бровь должна иметь красивый переход цвета. Причем градиент у нас как горизонтальный, так и вертикальный. То есть из темного кончика в светлое начало и также из более темной вот этой нижней линии к более пудровой и светлой. То есть верхняя часть бровки, она как бы растворяется и переходит в легкую пудру. И здесь уже более четкая линия. Обычно своим ученикам я как объясняю. На изгибе, где у нас точка Б, вот представим, как будто бы здесь солнышко, да, и у солнышка есть вот такие лучики. Получается, до вот этой части лучик первым доходит, то есть здесь самая темная такая ореола как бы над солнышком. Туда уже лучики растворяются, но если посмотреть до нижней границы, в первую очередь они дотрагиваются, потом уже идут кверху, значит здесь светлее. Таким образом, самая светлая область — это вот в начале головка брови. И ее именно нам надо сделать красиво и вывести как будто бы на нет, чтобы она растворялась. Работу я всегда начинаю с самых темных частей, чтобы не перетемнить более светлые. То есть с кончика плавно переходим к началу. Техника маятник. Направление штрихов больше к себе, особенно на кончике и на изгибе, потому что здесь у нас мало подкожной жировой клетчатки. Здесь тоненькая кожа, натянута на косточку, поэтому также я советую в процессе работы немножко смещать это место. И работаем направление штрихов к себе. Таким образом вы будете более контролировать свой штрих, потому что когда от себя маятник делаете, вы можете лишний раз зацепить кожу и тем самым заглубить пигмент. Самое темное место у меня вот где солнышко, да, на точке Б, точке изгиба. Поэтому с него я и начинаю. Кончик все-таки у меня будет чуть светлее, потому что даже если посмотреть на человека, самое темное как раз-таки на изгибе. Кончик немножко уходит дальше, поэтому он как бы растворяется и выглядит чуть светлее, чем вот эти места. В процессе работы я стараюсь перекрещивать свои штрихи, чтобы был более равномерный прокрас. То есть положение руки у меня не меняется, но немного я изменяю градус, там, практически на 2-3 градуса. И таким образом у меня получается наслоение в виде сеточки. То есть вот такие штрихи. И уже вот эта линейность совсем не читается. Получается пудра красивая. Сверху я немного за форму выхожу такими легкими штрихами, чтобы бровка как раз-таки растворялась. Изначально я делаю первый проход, чтобы закрепить свою форму. То же самое я выполняю и на живой модели, как на латексе. На латексе, кстати, более понятно и отчетливее все видно. И головку брови я вывожу на нет, то есть если у меня ближайшая бровь, я вывожу такими легкими штрихами от себя, так удобнее. Если вам так неудобно, попробуйте штрихами к себе. Но самое главное, не ставить себе какую-то границу, засечку в начале. То есть да, она у нас есть, но мы не боимся выходить за нее. То есть вот таким образом. Соответственно, сверху у меня меньше штрихов, а снизу больше, потому что нижняя граница чуть насыщеннее, чем верхняя, чтобы был красивый переход. Лучики у нас до нижней части быстрее доходят, чем до верхней, поэтому здесь темнее. Сейчас я не буду перебарщивать, потому что это всего лишь первый проход.
сотрем бровку и уже будем доводить до идеала. Прокрашивать заново, начиная с кончика, и плавно перейдем к головке. Я полностью прокрасила бровку, и на десерт у меня осталась заголовка бровей. Ее я прокрашиваю в самый последний момент. Я себе ставлю примерно засечку, да, где у меня заканчивается бровь, но, как я уже говорила, повторюсь, это для меня не является какой-то границей, то есть она меня абсолютно никак не ограничивает. Я могу себе позволить выйти немножко за нее, чтобы как раз-таки не было четкой головки. Чтобы бровь красиво растворялась и уходила на нет, обязательно мы слегка выходим за эту линию. Поехали. Если вы начинающий мастер, чтобы не заглубиться, я советую все-таки выбирать штрихи направления к себе. Если вы уже опытный мастер и чувствуете свой нажим и прокол кожи, то можно чередовать штрихи и прорабатывать немного от себя, как бы на вылет. Но имейте в виду, на головке вы должны супер минимальный нажим делать. Начинаю я снизу, потому что здесь самое темное. Всегда идем от темного к светлому, чтобы не перетемнить, и был градиент очень красивый и плавный. Вот сейчас штрихом от себя я намечу вот эту линию. И немножечко вышло, видите, за эту засечку. После чего я могу уже штришками к себе проработать вот это место. Но я уже сравниваю это место с предыдущим, потому что здесь у меня светлее, чем здесь. То есть всегда сравниваем каждый сантиметр. Прокрасили, например, следующий сантиметр всегда светлее, чем предыдущий. То есть тогда будет у вас плавный переход цвета. То есть здесь я не перебарщиваю и как можно чаще протираю пигмент и смотрю, насколько интенсивно я прокрасила. Таким образом вы не перетемните головки. Тот же самый принцип сеточки, немного меняю направление штриха, градус, и получается более равномерный прокрас. То есть как бы веером туда, 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 туда. Прокрасила, сразу же протираю. Как можно чаще вытираем, особенно на головках. Вытерла, смотрю. Сейчас не совсем равномерный у меня переход, и также хочется все-таки интенсивнее, чтобы была плавность, чтобы из темного плавно переходило в светлое. Сейчас же у меня резкий переход, поэтому вот это место перехода я должна еще затемнить. Ну и затемнить немного нижнюю часть. То есть можно разделить визуально на 3 части. Нижняя, серединка и верхняя. То есть нижняя самая темная, серединка это что-то между нижней и верхней частью, а верхушечка самая светлая. Напоминаю, нажим у меня очень-очень легкий. Лучше сделать больше проходов, чем вы сразу затемните. А чтобы не затемнить, протираем. Вот уже лучше. Но нужно еще. Когда вы прокрашиваете головку, не забываем, что у головки есть скос. То есть даже вот эта светлая часть, она чуть раньше заканчивается, чем вот эта. И самое главное также, не делайте яркую вот эту часть, потому что получается как клювик такой у переносицы, очень грубо смотрится. Здесь, как и сверху, должно растворяться, просто чуть-чуть снизу поярче. А поярче за счет того, что там немного больше этих слоев. Верхушечку можно также пройтись легонечко, чтобы была легкая пудра, чтобы сверху тоже бровка прям имела такой красивый переход. И не было у нее четкости, как снизу. Тоже можно добавить легкую пудру.
Ну что, мы закончили. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, как же все-таки правильно сделать головки бровей. А если у вас созрели новые, обязательно пишите их в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все по старой схеме. Пока-пока!